Добрый день! Сегодня я хочу показать вам небольшой мастер-класс по плетению кружевного браслета в технике Frivolité Анкарс. Также у меня небольшая просьба: если вы плетете изделие по моему мастер-классу, то оставляйте описание либо ссылку на мой канал. Для работы нам понадобятся сами нитки. Я использую Янар Тулип. Нам понадобятся нитки для расшивки. У меня капроновые нити. Вы можете взять обычные швейные, либо расшивать опять-таки тулипом, если вам удобно. Для расшивки мы будем использовать граненые 3-миллиметровые бусины. Ну что же, давайте приступим. Вот схема для плетения. Для начала связываем кончики ниток и плетем по схеме. Первое колечко у нас 10 пико 10. Теперь начинаем плести дугу. Переворачиваем наши челноки, меняем их местами и плетем дугу из 50 узлов. Теперь мы снова должны поменять местами челноки и плетем опять колечко 10 пико 10. Следите, чтобы дуги были все хорошо затянуты. Опять меняем местами челноки. Плетем следующее колечко. Оно у нас будет центральным. 20 пико 20. Вот что у вас должно получиться. Теперь мы должны сплести все то же самое по схеме, но только в зеркальном отражении. Вот так будет выглядеть полностью сплетенный готовый мотив. Теперь мы приступим к его сборке. Для начала мы заводим дуги из 50 узелков, вот так, просто загибаем их. С одной и с другой стороны. С изнанки на лицо выводим колечко и протаскиваем его сразу же под дугой. Протаскиваем до конца, но так, чтобы колечко 10 пико 10 у нас осталось посередине лежать. Вывели его, вот оно у вас здесь вот. Делаем то же самое с другой стороны. Вначале загибаем дугу, теперь заводим ее в центральное кольцо. И вытаскиваем. Вот. Вначале у нас будет немного мотив казаться неровным и лежать немного асимметрично. Теперь мы должны вот эти колечки продеть сквозь образовавшуюся пустоту под дугами. Но при этом мы выведем вот это кольцо, не трогая внешнюю дугу. То есть вот посмотрите, мы протаскиваем под первой и второй дугой. Видите? Поднесу немножко поближе. То же самое делаем и с другой стороны. Просто протаскиваем
через колечко, но вот эту дугу мы не будем задействовать. И вот сюда колечко и протаскивается аккуратненько. И вот такой мотив у вас должен получиться. Теперь мы с вами приступим конкретно к сборке браслета. Для начала нам понадобится иголка с ниткой. Я взяла более-менее подходящий цвет, который у меня был. Начнем расшивку с фиксации дуг. Вот в эти промежутки мы вошьем бусины. Вводим иглу в основание центрального кольца. Далее выходим наизнанку. Теперь нужно вшить нитку в несколько узлов. Это делается для того, чтобы на изнанке не было видно стежков. Прошив 5-6 узлов, мы должны пройти в основание кольца 10 пико 10 на лицевую сторону. Надеваем бусинку и вшиваем ее в колечко за пико. Пряча нить под дугой, возвращаемся в основание центрального колечка и повторяем все те же действия, но только с другой стороны. Закончив с расшивкой первого мотива, накладываем и пришиваем следующий, при этом проходим иглой через пико и основание второго мотива. Не забываем о двух колечках 10 пико 10. Прихватываем их поочередно за основание и также пришиваем. Далее выходим иглой на лицевую сторону и, пряча нить за дугами, аккуратно вшиваем бусину. Выйдя иглой в пико, нам также нужно зафиксировать мотив, чтобы придать браслету дополнительную фиксацию. Для этого вот в этом месте нам нужно за узелки дуги притянуть мотив и через бусинку вернуться назад. Точно таким же способом мы расшиваем и вторую часть нашего мотива. Таким способом мы продолжаем пришивать мотивы друг к дружке, собирая наш браслет. И вот такой браслет у меня получился. Всего мне понадобилось 9 мотивов на обхват руки 16 сантиметров. Хочу показать вам также изнанку браслета. Здесь я зафиксировала последние колечки. Сзади работа выглядит тоже очень аккуратно.
Ну что же, если вам понравился данный мастер-класс, то ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!